can little by little start. Good. Fantastic. So, good evening, everybody, and thank you for joining this event. Добрый вечер всем, и спасибо, что присоединились к этому мастер-классу. Кто-то пришел, возможно, на него. We're going to talk about this idea of creating the life you want by those special 7 steps. И сегодня мы поговорим про то, как создать жизнь своей мечты, руководствуясь 7 шагами. That's a seminar I'm going to conduct in Ukraine in the middle of April. И этот тренинг, этот мастер-класс, это такой некий вводная часть тренинга, который пройдет в середине апреля в Киеве, в Украине. And that will be more than 100 times that I'm conducting that seminar, and let me reveal a secret. И я этот тренинг провожу уже больше, чем 100 раз, и давайте я вам раскрою секрет. It actually works. Он на самом деле работает. So make sure that you really want the right thing, because you may get it. Поэтому определитесь с тем, что вы действительно хотите то, что важно для вас, так как этот тренинг и эта техника может сработать. When you have enrolled in the seminar. Когда вы придете на сам тренинг. Let me introduce a few words about myself. И давайте я расскажу пару слов про себя. As you can see, I am born in Copenhagen, which means I am a Dane. Как вы видите, я родился в Копенгагене, это значит, что я датчанин. And 2018 is the year I become 75. И в этом году Джеку исполняется 75 лет. A few words about my life. You know, I joined the Danish army very, very early. I was 17 and a half. И я ушел очень-очень рано в армию. Мне тогда было 17,5 лет. I even need my father to sign the contract. I was not allowed to do it myself. К тому времени мне нужно было обратиться к отцу, чтобы он подписал за меня документы, потому что я был несовершеннолетним. And then I spent half of my life in that army, you know, and learned everything about how to make war. И полжизни я учился тому, как вести войну. And 29 years later, И спустя 29 лет I quit я ушел из армии and went into psychotherapy и начал заниматься психотерапией. and dedicated my life, the rest of my life, to look into how to make peace. И посвятил всю оставшуюся жизнь, как творить мир. So in some way my life has been a kind of duality, you know, war in one end and peace in the other end. Поэтому моя жизнь очень дуальна. С одной стороны, это жизнь про то, как создавать войну, а с другой, как создавать мир. I was trained as a psychotherapist and inside NLP, neuro-linguistic programming, and along the way I even got certified internationally as an NLP master trainer. И я очень много лет посвятил обучению психотерапии, НЛП, коучингу, и в конце был аккредитован как международный тренер НЛП коучинга. I also studied Humla on Hawaii, Akasha, Reiki healing along the way. И по своему пути развития я занимался на Гавайях системой Хуны, духовной системой, и также я был инициирован в систему Рейки. And those trainings actually connected me so much to the higher forces that I was able to channel my own healing system called Akasha Healing System. И эти системы духовные так помогли мне слушать себя, научиться слушать Вселенную, что через канал ченнелинга я смог создать свою духовную систему, которая называется Акаша. And you know, one of things is wonderful, and it's a blessing. It's really a gift. И такие вещи, они действительно замечательные. Это всегда благословение и дар. So since it happened in 2001, I have used most of my life to look into the Akasha healing system and spread it out, teach other people, initiate other people into that system. И так как система Акаша в моей жизни присутствует довольно-таки давно, с 2001 года, то все это время я очень много уделяю времени тому, чтобы научить, инициировать людей в систему Акаша. And you can find everything about that on Makani.com, where we present the
education inside that system. И если вас интересует эта система, то больше информации вы можете найти www.makani.com, где описана вся система обучения Макани. I don't know if you have been ever in Denmark, in Scandinavia. Я не знаю, приходилось ли вам бывать в Дании, в Скандинавии. But let me tell you one thing: the weather in Denmark is bad. Давайте я вам скажу кое-что, но наверняка, что погода в Дании всегда плохая. It's wet and windy, Там мокро, full of fog. ветрено, очень много тумана. Can even beat the London weather. Очень можно поспорить, где погода хуже, в Лондоне или в Дании. So when I got 59 years old, I actually have had enough, and I immigrated to Cyprus. И когда мне исполнилось больше 49 лет, больше 59 лет, я эмигрировал на Кипр. And that has been a dream inside my mind for the last 18 years. И я об этом мечтал, об эмиграции на Кипр последние свои 18 лет. To live, close to the sea, in a sunny country. Чтобы жить вблизи моря, в солнечной стране. So I rented a room at the top floor of Lotus Beach Hotel in Cyprus, and that's my home. И я снимаю комнату в 4-звездочном отеле, Lotus Beach отель, и живу там. I've been living there for the last number of years. И живу там уже несколько лет. Another dream in my mind was the idea that I would like to become an international trainer who traveled the world and talked to people, were teaching people, seminars and trainings. И другая моя мечта была путешествовать по миру, быть международным тренером, который проводит тренинги в разных странах, помогает людям. And this dream has come true. This is my life today. И эта мечта стала реальностью. Именно такой жизнью я живу сегодня. Why I'm telling you that? Of course, because whatever dream we have inside our mind should come true. И почему я это рассказываю? Потому что любая наша мечта должна стать реальностью. And the first step for you could be to enroll in that Creating the Life You Want seminar in the middle of April. И, возможно, для вас первый шаг к жизни своей мечты это было бы прийти на тренинг в середине апреля в Киеве и пройти его. So let's see what else we can talk about tonight. И давайте посмотрим, о чем мы еще с вами сегодня поговорим. Well, actually, the 7 steps inside this seminar is a kind of prescription. И 7 шагов внутри этого тренинга это некая структура для нас. A prescription on how to achieve a life that is really congruent with who you are at the level of who you call. Структура, которая помогает нам понять себя и создать конгруентную, а значит настоящую жизнь для себя на самом глубинном уровне. It is a process, and I will take you through that process, and that will anchor inside your mind both what you want and also eliminate something of the limiting decisions that may exist inside your mind. И этот процесс, эта структура позволит вам сконцентрироваться на то, чего вы хотите, и убрать какие-то вещи или аспекты жизни, которые вы не очень бы хотели, чтобы там присутствовали. So it's a kind of two-way seminar. Focus on what you really want. Поэтому это двухсторонний тренинг, который помогает создать концентрацию на то, что вы действительно хотите. And identify and change some of the kind of challenges that may be inside your mind. И изменить какие-то проблемы, которые находятся внутри вас самих. Let's move on. Step number 1, we call that take responsibility for everything in your life. И первый шаг из этой структуры – это принимать ответственность за все в своей жизни на себя. It becomes more and more accepted that the world, your world, what you experience in the world
exist only for you as an observer. И мы все чаще говорим о том, что мир, за которым мы наблюдаем, он существует только для нас в том случае, если мы за ним наблюдаем, находимся в позиции наблюдателя. Human beings cannot really experience reality. We make it up. И люди не способны на самом деле ощущать реальность, мы сами создаем эту реальность. And that idea seems to be more and more accepted by more and more people in the world. И эта идея все больше становится понятнее и понятнее большему количеству людей в мире. And if that is true, И если это правда, and you do not really experience to be happy in your life, и получается так, что вы чувствуете себя несчастным в своей жизни, then why not change whatever you experience and make a kind of inner paradise in your mind? то почему бы не изменить эти трудности и не сделать, не создать внутренний рай для себя, уже живя настоящим? And then the reality will adapt into that. Тогда ваша реальность начнет подстраиваться под ваши желания. So we could say there is an inner life and there is an outer life. Поэтому можно сказать, что у каждого человека есть внутренняя жизнь и внешняя жизнь. And it really seems as if the outer life is a projection of the inner life. И наша внешняя жизнь – это результат проекции нашей внутренней жизни. And this is beautiful because И это прекрасно, потому что if it was in the other way around, it would be difficult to do anything about it. Потому что в другом случае, если бы это не было правило действительным, то мы бы ничего не могли изменить в своей жизни. But if we are really able to adjust the inner life ourselves, Но если мы можем менять свою жизнь самостоятельно to get an outer life that we really love, и делать изменения во внутренней жизни, чтобы получать во внешней жизни то, чего мы действительно хотим и любим, then it is just to go for it. то тогда нам остается просто это сделать. I spent a lot of time in my life to blame other people until I discovered this secret. И очень длительное время в своей жизни я обвинял других людей, пока не осознавал этого секрета. Then I discovered that whatever I experienced in my life was just projections of what was inside me. And that was a big surprise for me, actually. И потом я понял, что все, что происходило, это был результат проекций, которые живут внутри меня. Because who is in charge for your inner life? Потому что кто отвечает за вашу внутреннюю жизнь? You yourself, of course. Конечно же, вы сами. Take responsibility for everything in your life. Поэтому берите ответственность за свою жизнь в свои руки. Let's move on. Давайте продолжать. Step number 2, Второй шаг. know yourself. Познай себя. We are going to look into those different headlines. Сейчас мы просто смотрим на темы тренинга, которые будут очень хорошо обсуждаемы во время апрельской нашей встречи. First of all, your vision, of course. И самое важное, с чего мы начинаем, это визия. We all have a vision inside of how we would like it to be. Каждый из нас имеет представление или визию, какая могла быть у него идеальная жизнь. I mean, I told you my vision to be an international trainer in personal development. Я поделился своей визией, что я хотел быть международным тренером и учить людей саморазвитию. And of course, I experienced some inner obstacles to that. Но, конечно же, я испытал внутреннее сопротивление на пути к своей мечте. My inner critic said, no, that will never happen for you. Мой внутренний критик сказал, нет, ничего подобного с тобой не случится. You need to be a professor in psychology. Тебе нужно иметь степень профессора в психологии для You этого. also need to have connections. И поэтому тебе еще нужны связи. You also need to have money. Также нужны большие деньги. And you need to, first of all, you need to really finish your university degree. И тебе нужно на самом деле закончить университет, So give it up, it will never happen. получить степень, и поэтому давай, сдавайся, ничего не получится. Well, that was the inner critic, and why did the inner critic give me all this negative stuff? И это был такой диалог моего внутреннего критика. И почему же так случилось? For me not to be disappointed, of course. Ну, конечно же, это было с той целью, чтобы я не был разочарован. So nothing else to do, just
work with the inner critic, and keep focus on what you want. And that was exactly what I did. Поэтому все, что мы можем сделать, это работать с критиком, и как раз-таки это я и сделал. We will also arbeite with your values on the seminar. Также мы будем работать с вашими ценностями на тренинге очень подробно. Personal values, what is really important to you. А что это значит? Это значит то, что действительно важно для вас. Identify them, make priority out of them. Осознать свои ценности, создать иерархию своих ценностей. And choose whatever you want to achieve based on those inner values. И очень важно свою жизнь строить на своих ценностях. Values are important. There are feelings connected to values. И ценности важны, потому что наши эмоции, наши чувства связывают нас с ними. They are our motivators. Это наши мотиваторы. And sometimes they change. И иногда случается в жизни так, что наши ценности начинают изменяться. Usually 75% of people attending this Creating the Life You Want seminar, И обычно 75% участников, приходящих на этот тренинг, they know они знают, that they are in a period where a change in the direction of life is about to take place. они знают, что в каком направлении им нужно изменить свою жизнь. And they join in on the seminar because they have an expectation that by doing that, they will create a new direction in life. И они знают, что приходя на этот тренинг, они смогут создать новое направление в своей жизни. And you know what? И знаете что? It will happen. Так случится и с вами. Next one is about your beliefs. Следующее, что нам нужно обсудить, это ваши убеждения. The beliefs are the filter inside our head. И убеждения – это всегда фильтр внутри нас. So every kind of information coming inside part filter. И любая информация, она отфильтровывается внутри нашего бессознательного. And we can have a lot, probably some millions of beliefs inside a grown-up mind. И внутри взрослого человека существуют миллионы убеждений. They are our inner truths. They are really what we call the truth. Это наша внутренняя истина, внутренняя правда. По крайней мере, то, что мы считаем правдой о жизни. I mean, one belief that I can share with you И я могу поделиться одним своим убеждением. is that we probably do believe that we are human beings. Ну, например, то, что все мы верим, что мы люди. And my question could be, how do I know that? А мой вопрос вам такой: откуда вы знаете, что вы люди? It's something you picked up while you were a child. Это то, в чем вы убедились, когда были дети. Most of the core beliefs, they are created before 7-year-old. И наши основные ценности, они создаются до того, как нам исполнилось 7 лет. So we are really pretty young when we make those core beliefs. И мы очень молоды, когда мы формируем наши базисные ценности. And that makes our growing up period, our childhood so important. И поэтому это создает особенную важность в период нашего взросления. Some of us get all the support we need, and some of us do not. И кто-то из нас в детстве получил всю заботу, всю поддержку, которая нам была нужна, а кому-то повезло меньше. Some of us experienced poverty during our childhood, and some of us experienced the opposite. Кто-то из нас жил не очень богато и был в нужде, а кто-то жил роскошной жизнью. Some of us get healthy food in our childhood, and some of us get the opposite. Кто-то из нас питался здоровой пищей, а кто-то как раз-таки противоположно. Some of us go to the highest and best schools in the country, and some of us do the opposite. Кто-то из нас учился в лучших университетах и школах страны, а кто-то учился там, где придется. And we create beliefs out of that inside our filter and experience that is the truth for us. И наш опыт формирует фильтры, и мы верим, что это и есть правда. The good news will be that it's actually possible to adjust those beliefs. Хорошая новость состоит в том, что все эти убеждения можно изменить. It's possible to change beliefs in such a way that you get more supported to what you want. Таким образом, что вы
получаете больше поддержки, стремляясь к своим мечтам. Limiting beliefs can be neutralized, Наши ограничивающие убеждения могут быть нейтрализованы, at least some of them, по крайней мере, самые and сильные. new beliefs can be put inside to support us towards what we want. А новые убеждения могут поддерживать нас в наших начинаниях и мечтах. And part of the vision, our personal vision, also might be what we call your special gift. И часть нашей визии или видения может быть в том, что мы называем наш особенный талант. Some special knowledge, some special skills that you learned very easily. Возможно, это какие-то навыки, какие-то умения, которым вы очень легко обучались. You may even be born with that, Возможно, вы даже уже при рождении обладали этим талантом. probably with the purpose to support you to achieve the vision you hold in your mind. И, скорее всего, эти навыки и умения вам даны для того, чтобы вы осуществили большую мечту своей жизни. So all those headlines is part of the self-analyze we do the first day on the seminar. И все эти темы – это основные направления, с которыми мы будем работать в течение первого дня на Yeah. тренинге. Let's move on and talk about the present, yes. И давайте перейдем к третьему шагу и поговорим о настоящем. Well, let's talk about the present, let's talk about time. Давайте поговорим о настоящем, а значит поговорим о времени. Some people say that time does not exist. Многие люди говорят, что времени не существует. It may be true. Возможно, это правда. Let us analyze it a little. Давайте поанализируем немножко этот вопрос. How about the future? Если мы подумаем про будущее, What is the future? что такое будущее? Well, that is your wishes. Ну, это ваше желание, That is the vision. это ваше видение, Your plans, ваши планы, whatever you think about to choose in your life. все, о чем вы думаете, что нужно выбрать в вашей жизни. We could call that the future. Мы можем назвать это будущим. Does it exist? Существует ли оно? Not really. Не совсем. It's something that we expect will exist later on. Мы думаем, что наши планы, наши желания будут существовать в будущем. How about the past? А если мы думаем про прошлое? Well, does the past exist? Существует ли прошлое? The past is just a long line of pictures of events inside the mind. Наше прошлое – это просто длинная череда картинок нашей жизни, которые существовали в прошлом. They are only pictures. Но это просто картинки. They are in no way real. Они абсолютно нереалистичны. Even if they sometimes feel to be real. Даже если иногда они ощущаются как реалистичны. And there might be some of those pictures or events anchored inside you, И часть этих картинок может быть заикорены внутри вас, which influence your life. и это очень сильно влияет на вашу жизнь. Very often it has to do with some negative experiences in our childhood. Очень часто это связано с нашим негативным опытом из нашего детства. By using the timeline change technology, it is actually possible to minimize the impact on your life with that kind of tool. И когда мы используем технику линии времени, то мы можем нейтрализовать эффект этих картинок на наше настоящее. And we are going to do that on the seminar. И мы этим будем заниматься очень подробно на тренинге. But basically, if we look into the past, it is not reality, it is just pictures. Но если мы смотрим на прошлое, то мы должны понимать, что это не настоящее, это просто картинки. Now comes the worst. Ну и самое плохое. We have only the present left. Получается, что у нас остается только настоящее. Now, it has been scientifically proved that it takes half a second to transfer the information from the sensory system and to make a picture inside the mind. Ученые доказали, что чтобы информация попала в нас, то у нас занимается полсекунды. Полсекунды обрабатывается информация. Which means, honestly, that the present is half a second delayed. И это значит, что настоящее всегда опаздывает на полсекунды.
So let me make it very clear. И давайте я скажу это очень ясно. The future does not really exist. Будущее не существует еще. Past does not really exist. Прошлое уже не существует. And the present is half a second delay. А настоящее на полсекунды опаздывает. So those philosophers who say that we make up the whole thing, they may actually be right. И те философы, которые говорят, что мы создаем свою жизнь сами, они могут быть правы. And that means that if the life exists only in the mind, И это значит, что если жизнь существует только в нашей голове, it must be true that we are totally in control of our life ourselves. это значит, что мы полностью контролируем и несем ответственность за свою жизнь. And that may be the reason why more and more people get more and more happy in life. И поэтому большее количество людей становится все более счастливыми. Attract more and more money into their life, И они могут привлекать все больше и больше денег в свою жизнь, become more and more clever, становиться все более и более умными and more happy. и более счастливыми. And that is actually a fact based on information from United Nations files. И эта информация, можно сказать, фактами подтверждается с информацией ООН. The level of happiness and prosperity on the planet is storming forward. Что уровень счастья, уровень мирного времени на планете удивляет нас. And this seminar can really support you towards that. И этот тренинг поможет вам стать счастливым в своей жизни. Let's see what we have hidden in step 4. И давайте посмотрим, что же у нас спрятано в 4-м шаге. Clean up your life. Очистите свою жизнь. Yes, I mean, that's part of the seminar, to clean up the life. Вот это тоже очень важная часть нашего тренинга, очистить свою жизнь. We can look into the outer life and we can look into the inner life. Мы можем смотреть на нашу внутреннюю жизнь и на нашу внешнюю жизнь. Looking into the outer life will be, there may be things you need to let go of. И если мы смотрим на нашу внутреннюю жизнь, то, возможно, пришло время что-то отпустить. Things you don't use anymore. Прошу прощения, во внешней жизни. Возможно, это какие-то вещи, которые мы больше не используем. Why not give it away? Почему не отдать вещи, которые вы больше не используете? What is the nature of the universe? Какая структура Вселенной, если подумаем? Reflect on that for a second. Подумайте, что составляет Вселенную. The nature of the universe is movement. И на самом деле структура Вселенной – это движение. The evidence is very obvious. И доказательства этому очень простые. You and me, we are made of atoms. Что мы с вами все сделаны из атомов. And what happens inside an atom? А что происходит в атомах? Well, electrons, neutrons, they flow around the core, called the proton. Электроны, нейтроны вращаются вокруг атомов, It's one протонов. big movement. И все это составляет одно большое движение. And that counts for the whole universe. И так все взаимодействует во всей Вселенной. There's no real difference between the process inside you and the process inside the universe. И нет никакой разницы между процессами, которые происходят внутри вас и происходят во Вселенной. So basically, why not take whatever you have in your life that you will not use anymore and send it into movement? И почему бы не собрать те вещи, которыми вы больше не пользуетесь, и отдать их в поток движения? We'll analyze that on the seminar, and you can make decisions yourself, of course. И мы будем это анализировать на тренинге, и вы сможете сами решить, от чего пришло время избавиться или отказаться. We will also look into the inner life Мы также посмотрим на вашу внутреннюю жизнь. and use this timeline change technology for that. И будем использовать технику линии времени, чтобы трансформировать все старые ваши обиды и травмы. That is technology which is very, very powerful cleaning up for old anger. И это очень-очень эффективная технология, чтобы очиститься от застаревшей злости, Old sadness, застаревшей грусти, old fear, застаревшего страха or shame. или чувства вины и стыда.
shame or guilt, for instance. Да, или чувство вины. So those, what I call negative emotions, we can actually clean up on them. Так называемые негативные эмоции, можно их очистить. It does not take away the ability to be afraid again. И это не значит, что вы больше никогда не будете бояться в жизни. But it takes away all fear that has been accumulated inside your physical body. Но вы сможете избавиться от страха, который собрался внутри вашего физического тела. And it is well known today that cancer can be created by anger, accumulated old anger. Например, известный факт, что рак очень часто вызывается нашей эмоцией застаревшей злости. So why not transform that old anger? И почему бы нам тогда не трансформировать нашу застаревшую злость? It can easily be done with the timeline change technology. И это можно очень просто сделать с технологией линии времени. That is the end of the first day on the seminar. И так мы закончим первый день нашего тренинга на 4-м So шаге. let's move into the second day, И the Sunday. дальше у нас будет второй день, там мы начнем с 5-го шага. We start with looking into living from the heart. What do we actually mean with that? И что значит жить из сердца? A lot of people in the world, they talk about a change, kind of change in the whole concept on the planet. И многие люди говорят о том, что все меняются наши ценности в принципе на всей планете. Some write about books about moving from solar plexus focusing to the heart focusing. И многие ученые пишут о том, что человек больше живет в солнечном сплетении, а все больше начинает жить из сердечной чакры. And some have other ways to explain it. И каждый ученый, каждый исследователь по-разному объясняет эту тенденцию. And there seems to be a growing understanding that we are moving into a kind of time where love and focusing on the heart, living from the heart, will become more and more the way we are going to live. И все больше мы понимаем, что любовь, что жизнь от сердца – это та жизнь, которой мы будем с вами жить. But what does it actually mean? Но что это значит для каждого из вас? If we look into behavior, Если мы будем смотреть на уровень поведения, well, we're going to discuss on the seminar what do we mean with congruency. мы на тренинге будем очень подробно обсуждать, что значит конгруентность и быть конгруентным. It seems to be something that is discussed more and more, to be congruent in how you are. И все больше люди обсуждают, что значит быть конгруентным. What is compassion? Что такое сострадание? And how much compassion will be the right way for me? И сколько сострадания нужно мне для того, чтобы жить в этом мире счастливо? What does it mean to love somebody the way you love yourself? Что это значит любить другого так, как вы любите самого себя? And what is personal ethics? И что такое личная этика? Well, ethics we know is a description of right and wrong. И мы знаем, что этика – это описание того, что правильно и неправильно в нашей жизни. But what does that mean when we talk about behavior? Но что это значит, если мы говорим про поведение? We're going to discuss those things. Мы будем обсуждать эти темы. Not because that it is important for me, not because I have any solutions for you, because I have not. И не потому, что у меня есть какое-то универсальное решение для вас, потому что его у меня нет. We're going to discuss it for you to make your own decision. Мы будем это обсуждать для того, чтобы вы сами могли бы определиться, что для вас значит быть правильно, и что значит неправильно. About what does living from the heart actually mean. Если думать о того, что такое жить от сердца. Yep, let's move on. Now comes the whole thing, the clue of the seminar. Ну и мы наконец подбираем к 6-му шагу, а это основная кульминация нашего тренинга. To find the answer to the question, how would you like it to be? Решить для себя, а как бы вы хотели проживать свою жизнь? How do you live your dream life? Как сделать так, чтобы воплотить свою мечту в жизнь? And what do you mean with that? И что это действительно значит через действие? Let me guarantee you that it means something
very, very different from person to person. И могу вам гарантировать, что понимание счастья и мечты будет очень сильно отличаться у разных людей. My dream life is to travel the world И моя мечта – это путешествовать по миру and meet people and teach people. и встречаться с людьми, учить людей. Your dream life may be something totally different. А ваша мечта жизни может быть что-то абсолютно другое. And it may especially be something different if we look into congruency. И это особенно может быть связано с конгруентностью. So we're going to create goals, of course, on this kind of seminar. И поэтому очень важно во время этого тренинга создать цели. Practical steps on how to fulfill your vision. Как сделать так, чтобы ваша визия была воплощена через ваши цели? And you're going to use different kind of exercises to start focusing on your vision. И мы будем использовать очень много упражнений, чтобы сконцентрироваться на вашей визии. And most of the available energy inside us is actually unconscious. Потому что очень много ресурсов, очень много наших желаний, они, к сожалению, не осознаются нами. So it's not enough that conscious brain think on what you want. Поэтому недостаточно, чтобы наш разум осознавал, что мы думаем о том, чего мы хотим. We will have a need to make the subconscious energy start focusing too. Нам будет намного важнее, чтобы наша бессознательная энергия также была сконцентрирована на наши мечты. And for that we have some very special exercises we can use. И для этого у нас есть упражнения, которые могут нам помочь. I can take you through those processes and you may love it. И, конечно же, я проведу вас через те процессы, которые вы наверняка полюбите. And then comes the real important thing, how to take action. И потом самое важное, это как начать действовать. One thing is that we create a focus in the inner life and we also need to take action in the outer life. Один момент – это создать фокус и концентрацию в нашей внутренней жизни, и потом очень важно нам действовать. We make a plan for that. И поэтому каждый из вас составит свой личный план. Let's move on. И давайте продолжать. Last step, empowerment. Финальный шаг – наделение себя силой. Now we have found the vision and the steps. Теперь мы уже определили нашу визию и видение, We шаги. have cleaned up the life. We have created focus on what we want. Мы очистили нашу жизнь, мы создали нужную концентрацию. We fulfill the plan of action. Мы выполняем наш план действий. That is what you put into your time manager. И это то, что вы запишете в своем плане. What kind of funds do you need? What kind of meetings do you need? Какие вам нужны деньги на вашу мечту, с кем вам нужно познакомиться или встретиться. What kind of conversations do you need to have? Какие разговоры, на какие темы вам нужно поговорить с людьми. We also look into codependency. И также нам очень будет важно освободиться от созависимости. Comes from a very, very old Huna tradition. И для этого мы будем использовать очень древнюю полинезийскую традицию из Хуны. The concept that we can have some kind of connections to somebody else. И эта концепция говорит о том, что мы всегда связаны с другими людьми. And that connections may not be healthy for us. И не все из этих связей для нас являются чем-то хорошим и здоровым. It may be a long chain of heavy weight that we pull after us when we walk forward. И, возможно, это тяжелые цепи, которые мы несем за собой, когда создаем что-то новое. And it's time to let it go. И, возможно, пришло время все это отпустить. I will teach you how to let it go. И я научу вас, как это нужно делать. So you can move forward much more easily. Для того, чтобы вы могли бы идти вперед намного проще и легче. And we also look into what kind of commitments you can make that will make it even more powerful to move forward towards what you want. И также вы сможете сделать себе необходимые обещания, которые помогут вам двигаться вперед. Yep. So that is the 7 steps in this process. И мы с вами обговорили 7 шагов внутри тренинга. And
Now I would like to have a little taste of it. И сейчас я хотела бы, чтобы вы немножечко ощутили, что же это значит для вас. As you probably have guessed already, a lot of things take place within trance on this seminar. И как вы понимаете, многие процессы и упражнения будут проходить в состоянии транса. And what is trance? А что такое транс? That is the access to the subconscious energy. Это наш подход к нашей бессознательной энергии. To go beyond the rational thinking. Для того, чтобы мы могли бы концентрироваться не только на сознании и рациональном мышлении. And find the 85-90% unconscious energy on the other side. И чтобы мы могли использовать 85 или 90 даже процентов нашего бессознательного. And start to have access to it and start to use all the resources inside that energy. И могли бы начать использовать весь ресурс нашего бессознательного. We cannot really think of that, but we can get the access to it. Мы не можем про это подумать, но мы можем получить доступ к нашей энергии бессознательного. Let me take you into a very simple, small exercise. И сейчас я хотела бы, чтобы мы сделали очень простое трансовое упражнение. Just have the arrow. Yeah. Very good. So you can do this in two different ways. И вы можете делать это упражнение двумя разными способами. You can decide that there's a resource you would like to have more. Возможно, вы понимаете, что на сегодняшний день вам не хватает какого-то ресурса или качества. More take action power. Например, вам не хватает действия. Self-confidence. Или вам не хватает уверенности в себе. Extended sensory system. Или вы хотите больше ощущать через свою сенсорную Or whatever систему. it could be that you would like. More love in your life. Или вы, может быть, хотели бы больше любви для себя. And we can work with that. But you can also do something else. И мы можем работать с этим, но вы можете сделать еще кое-что. You can decide that you would like to transform something in your life. Вы, возможно, понимаете, что вам нужно что-то трансформировать, изменить в своей жизни. Some kind of negative energy. Какая-то негативная энергия. Anger, Например, злость, fear, страх, sadness, грусть, guilt or shame. чувство вины, стыда. Some kind of unpleasant reactions you have from time to time. Какие-то неприятные реакции, которые возникают у вас время от времени. So let's do an experiment. И давайте сделаем эксперимент. And for that I simply need you to choose something you would like to be better at. И поэтому выберите, в какой области жизни или в чем бы вы хотели быть немножечко лучше. Or something that you would like to let go of. Или, возможно, вы что-то хотите прямо сейчас отпустить. Something that might be connected to a habit you have. Возможно, это связано с какой-то вашей привычкой. Getting disappointed. Например, вы все время разочаровываетесь, That you are always cheated on. что вас все время обманывают. Or you get so angry from time to time for really no reason. Или время от времени вы злитесь, но на самом деле какой-то причины этому нет. Something you're tired of. Ну, какая-то ваша реакция, от которой вы очень устали. Take 10 seconds to make a choice and just take whatever comes to mind. И сейчас у вас есть 10 секунд, чтобы выбрать ту эмоцию, с которой вы хотели бы поработать. And imagine that whatever it is that you have decided to work on, it's just energy. И что бы вы ни выбрали, просто представьте, что это энергия. And it is really just energy. И действительно, это просто энергия. And it may be energy from inside you. И, возможно, это энергия внутри вас.
And that energy may even have a kind of individual purpose. Возможно, у этой энергии есть какая-то индивидуальная цель. I don't know what that purpose could be. You can ask yourself, what will that energy do for you? What is it trying to do for you? И вы можете задать себе вопрос, а что эта энергия пытается хорошего сделать для вас? It could be something that's protecting you, Возможно, она хочет защитить вас от чего-то, or something else. или что-то другое. But I would like you to imagine that it is possible for you Я попрошу вас представить прямо сейчас, to take that energy with you. что вы можете взять эту энергию Imagine that you can have them in the hand, вместе с собой. Вы можете держать ее прямо в or руках. somewhere else. Или в каком-то как-то по-другому ее держать. And when you're ready, Как только вы будете готовы, you can do this exercise with eyes closed or open. It's up to yourself. вы можете делать это упражнение с открытыми глазами или можете прикрыть глаза. However, I would like you to experience that it is possible to take that energy with you and go way up in the air. Но я хотела бы, чтобы вы представили, что эту энергию можно взять с собой. И как только вы это сделаете, поднимайтесь высоко вверх. And just keep on moving that energy higher and higher up in the air. Вы поднимаетесь все выше и выше вместе с этой энергией высоко вверх. In such a way that you can experience the present become smaller and smaller and smaller. Настоящее становится все ниже и ниже. Все меньше и меньше, как маленький. I would like you to continue upwards that far that you meet what I call the personal transformation. И вы продолжаете подниматься все выше и выше, пока не найдете свою личную комнату трансформации. I don't know what it looks like, only you know that. И я не знаю, как ваша комната выглядит, только вы знаете об этом. I know that inside things are happening. Но я знаю, что внутри этой комнаты изменения происходят. So I would like you to find the opening into the personal transformation room and take the energy with you inside. Поэтому я попрошу вас найти проход в эту личную комнату трансформации и вместе с собой взять энергию, которую вы хотите изменить. And look around inside. И как только вы войдете, осмотрите свою комнату. How is it organized inside your personal transformation room? Как она выглядит, ваша личная комната трансформации. And if you would please notice that there may even be some place where the transformation will go even deeper. И, возможно, вы найдете какое-то особенное место, в котором трансформация будет происходить наилучшим способом. And you can bring the energy for transformation toward that place. И энергию, которую вы хотите трансформировать, вы можете принести именно в это место. And on the way towards that place, please notice that something happens. И по пути к этому месту обратите внимание, как что-то начинает меняться. The process of change and process of transformation is starting. Процесс изменений и процесс трансформации уже запустился. I don't know what happens to that energy. Я не знаю, что произойдет с этой энергией. You can just pay attention. Вы просто можете обращать внимание. It may transform itself in such a way that this energy finds a new way to achieve the highest intention. Эта энергия может трансформироваться и найти новый способ, чтобы преследовать свое основное намерение. You just notice. Вы можете просто обращать на это внимание.
очень хорошо. I don't know how long time this process is going to take. Я не знаю, сколько времени будет происходить этот процесс. I know that when you intuitively know it has finished, Но когда вы интуитивно почувствуете, что процесс завершился, you can take the transformed energy with you. вы можете взять трансформированную энергию вместе с собой. Move out of the transformation room and all the way down to the body. И начать уходить из комнаты трансформации и возвращаться все время вниз к своему телу. Have that energy move inside the body. Пускай эта трансформированная энергия полностью заполнит ваше тело. And organize itself inside the body in such a way that it have an even better way to achieve life change. И так расположится в вашем теле, что вам еще легче будет прийти к вашим самым важным целям и самым важным намерениям этой энергии. You may even experience how this alignment takes place deep inside. Вы даже можете сейчас ощутить, как этот процесс гармонизации происходит внутри вас. You may even feel yourself more at home. Сейчас вы можете ощутить еще больше свою целостность, Or in some other way more resourceful. или вы можете ощутить себя более ресурсным человеком. Take a little time to take yourself out of the exercise when you're ready for that, and before you finish, totally stretch your arms and feel that you are physically totally back in the present. И у вас есть сейчас еще несколько секунд, чтобы закончить упражнение и начать возвращаться физически в свое тело. Можете даже потянуть ручки вверх и почувствовать, как вы, отдохнувшие, возвращаетесь сами в себя. I will also do a masterclass, the 13. И также я проведу мастер-класс живой в Киеве 13 апреля, друзья, не марта. And that will be the day before we start the creating seminar. И это будет день до того, как мы начнем наш основной тренинг в апреле, 14-15 апреля, в субботу и воскресенье. 13 of April. 14 мы начнем. Exactly. Where I will present to you some ideas about how to create peace in the world by personal development. И я на этом тренинге расскажу, и на мастер-классе сначала расскажу, как создавать мир и гармонию во всем мире. Because honestly, if it is correct that the world is a projection of what takes place inside us, Потому что если все, что с нами происходит, это только проекция нашего внутреннего мира, well, then how do we actually create peace in the world? то тогда как мы можем создавать мир во всем мире? By heal the inner fighting that takes place inside us. Ну, таким образом, что нам нужно излечить свои постоянные переживания внутри нас. It sounds very easy, I know that. Я знаю, что это звучит очень просто. But it is actually the only way to create a long-lasting peace inside us. Но это единственный способ, как мы можем создать наш мир в себе и создать мир во всем мире. By starting to create peace in your world. Начиная с того, что нужно создать гармонию внутри себя. And be a model for somebody else until they create peace in their world. И быть моделью для тех, кто создает мир сначала внутри себя, а потом во всем мире. There are some easy tricks that can create peace inside our own world. И есть очень много способов, как мы можем создавать мир. So,
that was the end of my presentation. There was some information now. No, let's just say where we can find the information. You can say about organizer, keywords. About. И, в общем-то, мы приедем в компанию, которая называется «Новый век», и все информацию, все телефоны по поводу тренинга и мастер-класса вы можете увидеть на этом слайде прямо сейчас. И, как вы видите, обращаться к ребятам из «Нового века», к организаторам, указанным телефоном, потому что можно зарегистрироваться и на мастер-класс 12 апреля на вечернее время, и зарегистрироваться на сам тренинг 14-15 апреля. И сейчас у нас есть время для вопросов, и поэтому мы подключились к «Новому веку». Ребята посмотрели на нас, я так понимаю, из зала, поэтому мы их тоже видим и приветствуем. Yeah, so we have people who are watching us. И те люди, которые смотрели из дома, вы можете задавать свои вопросы, если напишите их сами в чат, тогда я смогу их перевести, Джек ответит. Поэтому давайте, у нас сейчас есть буквально 10 минуточек, чтобы ответить на вопросы, если такие имеются. Ну, вы знаете, все задумались после вебинара, вошли в такое состояние, что пока что вопросов нет, готовят его к программе, ну, на программу. So basically now we not have question and we will ask when you will be in Kyiv. Okay? Okay. Хорошо? So we don't have questions, then we can finish. Yes. Да, тогда раз вопросов нет, тогда будем ждать встречи с вами на мастер-классе. Да, все вопросы, все контакты, можно обращаться к Женечке, к «Новому веку». Вам большое спасибо за то, что подключались к нам, за то, что пришли смотреть. И спасибо для тех, кто смотрел нас из дома онлайн. У нас будет запись этого вебинара, поэтому мы сможем переслать его, поделиться. Если кто-то не успел, сможет посмотреть его в записи. Okay. Юлечка, Юля, мы со своей стороны хотим поблагодарить Джека, конечно же, за то, что уделил нам время. И хотим поблагодарить тебя за прекрасный перевод и прекрасное сопровождение программы. Спасибо вам обоим огромное. Ждем вас. Bye-bye. До свидания, тогда до новых встреч. Надеюсь, увидимся с вами на тренинге и на мастер-классе. Всем хорошего вечера. Thank you so much. Yep.